Вы на канале «Это вкусно». Сегодня готовим вкусный и сытный ужин. Основное блюдо, на котором я остановлюсь подробно, это приготовление тефтелей в сливочном соусе. Также я предложу вам свой вариант гарнира и легкий салат. И покажу, как я готовлю полуфабрикаты, чтобы позже не тратить много времени. Итак, для тефтелей мне понадобится 800 граммов говядины, 500 граммов свинины, 200 граммов сала, 300 граммов лука, 1 большая морковь, 3 зубчика чеснока, 100 граммов риса, соль и черный перец. Начинаем приготовление тефтелей с фарша. Его я всегда готовлю сама. Фарш у меня смешанный, это говядина или телятина, свинина и немного сала. Я не люблю в фарше вкус сырого лука, поэтому и лук, и морковь я добавляю в фарш в пассерованном виде. Сразу нарезаю лук довольно крупно. Морковь натираю на крупной терке. Чеснок раздавливаю плоской стороной ножа и нарезаю. Наливаю в сковороду растительное масло, отправляю туда лук и обжариваю его минуты 3. Затем добавляю морковь и чеснок. И уже тушу овощи до готовности еще минут 5-7. Теперь овощи нужно остудить до комнатной температуры, и пока они остывают, я подготовлю рис. Промываю рис. Затем заливаю его горячей водой и ставлю на плиту. Варю до полуготовности примерно 5-7 минут. В процессе варки обязательно добавляю соль. Затем воду сливаю, а рис откидываю на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. Теперь о мясе. Говядину я хорошо зачистила от всех прожилок. Свинина у меня довольно постная, поэтому я обязательно добавляю сало. Так и тефтели, и котлеты получаются намного сочнее и вкуснее. У меня на канале есть рецепт приготовления очень вкусных котлет по-киевски. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Для фарша на котлеты и тефтели я использую крупную сетку. Включаю мясорубку, перемалываю мясо, чередуя его с салом и луком с морковкой. Фарш готов. Добавляю хорошую порцию соли и перца. И очень тщательно его вымешиваю. После того, как фарш вымешали, добавляю остывший рис и еще раз перемешиваю. Тефтели я готовлю небольшие, весом около 45-50 грамм каждая. И чтобы они получились более-менее одинаковые, я набираю фарш ложкой. Скатываю шарики и выкладываю их на застеленную пленкой доску. Готово. Часть тефтелей я приготовлю сразу, а часть уложу в пластиковый контейнер и заморожу. Это очень удобно, когда времени в обрез, можно достать полуфабрикаты и довольно быстро приготовить сытный обед или ужин. Сейчас тефтели я буду обжаривать, но в целях экономии времени или если вы не любите жареное, то этот шаг в приготовлении вы можете пропустить. А сразу укладывайте тефтели в форму для запекания и заливайте соусом. Я разогрела растительное масло
и обжариваю тефтели на большой мощности. Они не должны приготовиться, а только зарумяниться. После чего выкладываю их в форму для запекания и приступаю к приготовлению сливочного соуса. Для него мне понадобится 50 граммов сливочного масла, 30 граммов муки, 1 литр молока, соль и черный перец. Отправляю в сковороду или сотейник сливочное масло, растапливаю его и всыпаю муку. Перемешиваю. Можно даже использовать венчик, чтобы разбивать комочки, которые образовались. Затем понемногу начинаю вливать молоко и при этом интенсивно размешивать массу, растирая комочки. Если вы сразу вольете все молоко в сковороду, то вам сложнее будет добиться однородности массы. Все комочки разошлись, соус стал однородным. Довожу его до кипения, добавляю соль и свежемолотый черный перец. Увариваю на небольшой мощности при постоянном помешивании до легкого загустения. Если у вас остались неразмешанные комочки, то можно протереть соус через сито. Если так вышло, что у вас нет духовки, то тефтели вы можете выложить в соус, накрыть крышкой и готовить на плите на малой мощности до готовности. Только время от времени их нужно перемешивать, чтобы ничего не пристало. Меня устраивает вот такая консистенция соуса, он готов, и я заливаю им тефтели. Накрываю форму фольгой и отправляю в духовку при 200 градусах на 1 час. Духовку предварительно я не разогреваю. У меня на канале есть рецепт приготовления рубленых куриных котлет по-албански. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. На гарнир к тефтелям в сливочном соусе я обычно готовлю картофельное пюре. Я думаю, что пюре готовить умеют все, но коль я говорила в начале видео, что готовлю полноценный ужин, то поделюсь своим рецептом. Для пюре мне понадобится 1 кг картофеля, 250-300 мл молока, 100 г сливочного масла и соль. Картофель я очистила, помыла и нарезала на небольшие кусочки. Заливаю его кипятком и ставлю на плиту. В процессе варки обязательно подсаливаю картошку. Когда картошка сварилась, я сливаю воду, в которой она варилась, немного разминаю ее, затем добавляю мягкое сливочное масло и вливаю половину молока. Молоко обязательно должно быть горячим. Толку картошку и затем вливаю оставшееся молоко. Конечно, молока может понадобиться чуть больше или чуть меньше, все зависит от сорта картофеля. Пюре должно получиться воздушное и нежное. Не взбивайте его никаким миксером или блендером, только толкушкой, иначе вы получите клейстер. Если вы не угадали с молоком и пюре получилось жидковатым, то поставьте кастрюлю на плиту и на слабой мощности немного выпарите лишнюю жидкость. Только обязательно помешивайте, чтобы оно не пристало ко дну. И, конечно же, попробуйте на вкус и при необходимости добавьте соль. Пюре готово. Тефтели тоже готовы. Они у меня стоят в духовке, которую я выключила. Пока я приготовлю салат, кастрюлю с пюре поставлю к тефтелям в выключенную духовку, чтобы ничего не остыло. Салат я готовлю только из зелени и специй. У меня салат айсберг, черешки сельдерея, петрушка, кинза, соль, итальянские травы, бальзамический уксус, оливковое масло и семена льна. Зелень я помыла, нарезаю только сельдерей. Листья салата айсберг я рву руками.
С петрушки и кинзы отрываю только листочки. Конечно, вы, если хотите, то можете нарезать и салат, и зелень. Вообще для этого салата можно использовать любую зелень, которая у вас есть, а также различные салатные миксы. Отправляю в салатницу нарезанный сельдерей. Добавляю соль и итальянские травы. Поливаю бальзамическим соусом и оливковым маслом. Вместо бальзамического уксуса можно использовать лимонный сок. Перемешиваю и еще посыплю семенами льна. Можно брать любую смесь семян и семечек для салатов, если хотите. Салат готов. Можно подавать ужин. Вот такие тефтельки получились. Нежные, ароматные, со сливочным вкусом. Самые вкусные блюда из фарша смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!